Представь, что ты идешь по залитой солнцем тропе где-нибудь в штате Керала или пробираешься сквозь густые заросли западных Гат. Твое внимание приковано к кустам, ведь нас с детства учили бояться тигров и леопардов. Мы привыкли, что опасность в Индии – это огромная кошка или болотный крокодил весом в полтонны. Но что, если я скажу, что самые страшные враги человека здесь часто не имеют огромных клыков, а их вес не превышает пары килограммов? В этом выпуске мы сознательно оставили за бортом звездную элиту – тигров, слонов и крокодилов. Почему? Потому что мы уже разбирали их в топе самых опасных животных Азии, и повторяться было бы слишком просто. Сегодня наш фокус смещен на тех, кто прячется в вашей обуви, пикирует с деревьев или бесшумно скользит под одеяло, пока вы спите. От горных психопатов до крошечных насекомых, которые убивают миллионы, этот список заставит вас по-новому взглянуть на экзотическую красоту Индостана. Кстати, о сюрпризах с неба. Как вам гигантская летяга? Это существо выглядит как ожившее одеяло, способное планировать на расстояние до 450 метров. Это почти полкилометра полета с верхушки одного дерева на другое. Но в Индии с ними связан пугающий миф. Из-за их резких, почти человеческих криков в ночи и огромных горящих глаз в свете фонаря местные жители долгое время принимали их за летающих демонов или злых духов джунглей. Настоящий шок-эффект, когда над твоей головой в полной тишине проносится полуметровая тень. Готовы узнать, кто в Индии на самом деле является финальным боссом? Тогда погнали. Первое. Скалопендра. Представь, ты просыпаешься в уютном бунгало от странного ощущения. По твоей ноге кто-то бежит. Это не мягкая кошачья лапка, а десятки острых хитиновых ножек, вгрызающихся в кожу. Встречайте гигантскую индийскую многоножку, живой кошмар длиной до 25-30 сантиметров. Это агрессивный хищник, который не знает страха. Она с одинаковой яростью атакует как кузнечика, так и крупную ящерицу, мышь или даже летучую мышь, перекусывая ей позвоночник на лету. Ее тело – это бронированный поезд, а челюсти, многочелюсти – шприцы с мощным коктейлем из токсинов. Для человека укус не смертелен, но боль такая, будто к коже приложили раскаленное клеймо. Отек и лихорадка могут держаться несколько дней. Интересно, что в древности этих тварей использовали как живое оружие. Историки описывают случаи, когда мешки со злобными скалопендрами подбрасывали в лагеря противников или даже в постели неугодных вельмож. Существует легенда, что одна из таких посылок была отправлена самому Александру Македонскому во время его индийского похода, чтобы посеять панику среди военачальников. Скалопендра – это не просто насекомое, это воплощенная ярость, которая считает своей территорией каждый сантиметр, по которому ползет. Второе. Гаур. Если тигр – это король джунглей, то Гаур – это их неоспоримый император. Перед вами самый крупный бык на планете. Настоящий живой танк весом до 1500 килограммов и ростом в 2 метра в холке. Когда этот гигант выходит на дорогу, даже опытные водители джипов глушат моторы. Гаур выглядит как гора литых мускулов, обтянутая истинно черной кожей, а его рога напоминают тяжелые ятаганы. Несмотря на статус травоядного, Гаур – это воплощение мощи, перед которой пасуют даже хищники. Известны случаи, когда одинокие быки насмерть забивали взрослых тигров, решивших проверить гиганта на прочность. В Индии его называют лесным бизоном, и встреча с ним в узком подлеске – это тест на самообладание. Если Гаур решит, что вы нарушили его границы, он не будет предупреждать. 1,5 тонны ярости сорвутся с места со скоростью спортивного авто. Удивительно, но при таком колоссальном масштабе эти быки умеют передвигаться по джунглям почти бесшумно, возникая перед туристом как призраки из тумана. Гаур – это напоминание. В Индии истинная опасность часто измеряется не зубами, а сокрушительной массой. Третье. Крайт. Встречайте индийского крайта – змею, которая не рычит, не раздувает капюшон и не предупреждает о нападении. Это самый скрытный и опасный член большой четверки ядовитых змей Индии. Настоящая тихая смерть. В длину он редко превышает 1,5 метра, но его яд – это чистый нейротоксический коктейль, который в 16 раз мощнее яда кобры. Самое страшное в крайте – это его повадки. Днем он вял и прячется в норах, но ночью выходит на охоту, часто пробираясь в дома и заползая в постели к спящим людям в поисках тепла. Укус крайта коварен.
Часто человек даже не просыпается, принимая легкий укол за укус комара или муравья, а яд тем временем бесшумно отключает нервную систему. Смерть наступает во сне от паралича дыхательной мускулатуры. В истории колониальной Индии Крайт заслужил мистическую репутацию. Британские офицеры всерьез верили легендам, что эти змеи специально выслеживают людей, чтобы отомстить за гибель сородичей. Но на самом деле Крайт — это не мститель, а просто предельно эффективный убийца, который делает свою работу в абсолютной темноте и полной тишине. Увидеть его — значит получить шанс выжить. Не увидеть — значит уснуть навсегда. 4. Лангуры. Если вы привыкли считать обезьян милыми воришками бананов, то индийские города быстро избавят вас от этой иллюзии. Здесь процветает настоящая обезьянья мафия, состоящая из лангуров и макак-резусов. Эти приматы — организованные банды с железными мышцами и полным отсутствием страха перед человеком. Лангуры, которых почитают как воплощение бога Ханумана, пользуются своей неприкосновенностью, превращаясь в дерзких грабителей, способных совершать прыжки на 12 метров, пикируя на жертву с крыш храмов. Опасность этих банд в их коллективной агрессии и клыках, которые по длине не уступают собачьим. В 2007 году Индию потрясла новость. Вице-мэр Дели С.С. Баджва погиб после нападения стаи разъяренных приматов прямо у себя на балконе. Пытаясь отбиться от животных, он упал с высоты. Ситуация настолько серьезна, что власти нанимают специальных людей, которые используют более крупных лангуров на поводках, чтобы отгонять наглых макак от правительственных зданий. Помните, за их мудрым взглядом скрывается расчетливый хищник, который не боится ни человека, ни закона. 5. Рыба-ангел. В мутных водах прибрежной Индии и среди коралловых рифов Андаманских островов обитает существо, чье название звучит как комплимент, но чей характер — чистый яд. Рыба-ангел ослепительно красива. Неоновые узоры, грациозные плавники и величественный вид. Однако за этим фасадом скрывается подводный гладиатор. На жаберных крышках этой рыбы расположены мощные, острые, как бритва, шипы, направленные назад. Если хищник или неосторожный дайвер попытается схватить ангела, тот делает резкий рывок, превращая свои шипы в кинжалы, которые с легкостью рассекают гидрокостюм и плоть. Но истинная опасность еще глубже. Мясо многих видов рыб-ангелов содержит сигуатоксин – коварный яд, который рыба накапливает, поедая токсичные губки. В истории мореплавания известны случаи, когда целые экипажи судов, соблазнившись легким уловом в индийских водах, оказывались парализованы. У пострадавших наблюдается странный симптом – температурная инверсия, когда ледяная вода кажется обжигающим кипятком. В древних индийских трактатах об этих рыбах говорили как о красоте, приносящей безумие. Это идеальное напоминание о том, что в океане самые яркие краски часто служат предупреждающим знаком – смотри, но не смей касаться. 6. Гавиал. Если обычный крокодил – это кувалда, то гавиал – это изящный, но смертоносный скальпель. Его морда выглядит как длинный пинцет, усаженный сотней острых, как иглы, зубов. Гавиал – настоящий живой реликт, который практически не изменился за миллионы лет. В отличие от своих агрессивных собратьев, он редко нападает на крупных животных, но его челюсти-ловушки захлопываются с такой скоростью, что у жертвы нет ни единого шанса. В Индии с гавиалом связана интересная и жутковатая путаница. Долгое время их считали людоедами, потому что в желудках выловленных особей находили человеческие украшения. Позже выяснилось, что гавиалы, будучи священными животными Ганга, просто заглатывали блестящие предметы с тел, которые по древним традициям отправляли в воды реки. На деле гавиал опасен для человека скорее случайно. Его легко не заметить в мутной воде, а испуганная рептилия способна нанести глубокие рваные раны своими иглами за доли секунды. Это идеальный пример того, что в Индии даже священное существо может оставить на память глубокие шрамы. 7. Гигантская летяга. Мы уже упоминали ее в начале, но давайте копнем глубже. Представьте, густые джунгли, ночь, вы слышите странный свист, и над вашей головой разворачивается живой парашют размахом в полметра. Гигантская летяга – это не просто белка, это мастер планирования, способный пролететь расстояние в 5 футбольных полей за один прыжок.
Шок-эффект заключается не только в ее внезапном появлении. У летяги огромные глаза, которые в свете фонаря вспыхивают ярко-красным огнем, создавая образ демонического существа. В штате Аруначал-Прадеш до сих пор живы предания о летающих кошках, которые могут спикировать на человека, если тот нарушит покой их дерева. Хотя летяга не нападает специально, ее острые когти, предназначенные для того, чтобы цепляться за кору после 400-метрового полета, могут превратить вашу спину в решето, если вы окажетесь на ее пути. Это животное – воплощение ночного страха, приходящего оттуда, откуда его ждут меньше всего – из пустого ночного неба. 8. Гадюка Рассела. Если кобра – это символ Индии, то гадюка Рассела – ее самый эффективный палач. Именно она несет ответственность за 1000 смертей ежегодно, возглавляя список большой четверки самых опасных змей региона. Она не раздувает капюшон и не предупреждает о себе заранее. Ее тактика – идеальная маскировка в сухой траве и внезапный бросок со скоростью, которую не всегда фиксирует человеческий глаз. Главная фишка этой змеи – ее голос. Гадюка Рассела издает самый громкий свист среди всех змей мира, похожий на звук закипающего чайника. Если вы услышали этот свист, значит, вы уже в зоне поражения. Ее яд – настоящий химический кошмар. Он превращает кровь в густое желе прямо в сосудах, вызывая мгновенную боль и отказ органов. В Индии существует мрачное поверье, что гадюка Рассела – это змея-мститель, которая специально прячется у порогов домов. На самом деле она просто охотится на грызунов рядом с людьми, но это делает ее врагом номер 1. Тигра можно услышать, слона заметить, но гадюка Рассела – это невидимый снайпер, встреча с которым чаще всего заканчивается в отделении реанимации. Индия – это лишь одна глава в книге тайн нашей природы. Хотите знать, что скрывают другие страны? Тогда жмите на колокольчик и подписывайтесь на Фактум. Мы рассказываем о том, о чем другие предпочитают молчать. Будьте предупреждены, значит вооружены. В природе размер – это самая большая иллюзия. Мы привыкли опасаться огромных клыков и мощных лап, но в Индии настоящие хозяева положения часто не превышают размера копеечной монеты. Сейчас мы переходим к тем, кого невозможно остановить силой, крошечным диверсантам, которые берут не массой, а числом и коварством. 9. Бродячие муравьи. В индийских джунглях самая страшная сила не имеет когтей или клыков. Это бродячие муравьи. У них нет постоянного дома. Это живая река из миллионов солдат, находящиеся в вечном движении. Когда колония выходит на марш, все живое охватывает первобытный ужас. Это единый супермозг, способный за считанные часы обглодать до костей любое существо, которое не успело убежать или улететь. Опасность бродячих муравьев в их тотальной массовости и челюстях-клещах. Если солдат вцепился в кожу, его невозможно оторвать, не лишив головы. В истории Индии зафиксированы случаи, когда такие живые ковры забредали в деревни и уничтожали домашний скот, запертый в загонах. Существуют леденящие кровь легенды о том, что в древности некоторые правители использовали марш муравьев для мучительных казней, оставляя преступника на пути следования колонии. Это идеальная машина смерти. У них нет жалости, и от них невозможно отбиться. Можно только бежать. Они доказывают, что в Индии размер не имеет значения, когда за тобой идет миллион голодных ртов. 10. Мурена. Если вы думаете, что в океане стоит бояться только акул, значит вы никогда не заглядывали в расщелины индийских рифов. Там, в темноте коралловых пещер, затаилась мурена, подводный капкан с мертвой хваткой. Это существо выглядит как порождение кошмаров. Змеевидное тело, лишенное чешуи, и постоянно открытая пасть, обнажающая ряды острых, загнутых назад зубов. Мурена не просто кусает. Она вцепляется в жертву так, что разомкнуть ее челюсти вручную практически невозможно. Главный секрет ее опасности скрыт внутри. У мурены есть вторая пара челюстей, глоточных, которые выдвигаются из горла, захватывают добычу и затягивают ее в пищевод. Это делает ее пугающе похожей на ксеноморфа из фильма «Чужой». Среди дайверов в Индийском океане ходят легенды о муренах-гигантах, которые годами живут в одной расщелине и ревностно охраняют свою территорию. Нападения на людей часто случаются из-за любопытства. Стоит просунуть руку в коралловую нору, как капкан захлопнется. Укус мурены – это не только рваные раны.
но и риск тяжелого заражения из-за токсичной слизи и бактерий в ее пасти. В индийских водах это животное – главный повод не трогать ничего руками под водой. Но если вы думаете, что, выбравшись из мутных вод Ганга на берег, вы оказались в безопасности, вы глубоко заблуждаетесь. В индийских джунглях опасность не всегда имеет плавники. Иногда она передвигается на сотнях лап или затаилась в кронах деревьев, ожидая своего часа. Мы продолжаем наше погружение в мир, где каждый шорох может стать последним. 11. Дикий кабан. Многие думают, что в индийских лесах стоит бояться только хищников, но спросите местных жителей, и они ответят: самый страшный зверь – это разгневанный дикий кабан. Это не милая хрюшка, а 1,5 центнера литых мускулов, покрытых жесткой щетиной с характером берсерка. Кабан – это воплощение неуправляемой ярости. Если он решил атаковать, его не остановит ни боль, ни страх. Главное оружие самца – острые, как бритва, изогнутые клыки, которые могут достигать 20 сантиметров в длину. Кабан атакует на огромной скорости, целясь в нижнюю часть тела. Удар клыками снизу вверх наносит жуткие рваные раны, часто задевая жизненно важные артерии, что делает такую встречу опаснее ножевого ранения. Кабаны абсолютно непредсказуемы и могут напасть без видимой причины, особенно если это самка с поросятами или раненый сикач. В истории Индии зафиксированы случаи, когда дикие кабаны насмерть забивали даже тигров, решивших поохотиться на их молодняк. Встреча с этим зверем на узкой тропе – это смертельный приговор, если поблизости нет крепкого дерева. 12. Черный скорпион. Встречайте существо, которое заставляет вас внимательно проверять обувь каждое утро. Индийский черный скорпион. Хотя его размер редко превышает от 10 до 15 сантиметров, этот ночной охотник внушает суеверный ужас жителям сельской Индии. В отличие от многих других видов, черный скорпион делает ставку не только на яд, но и на грубую физическую силу. Его клешни – это мощные гидравлические прессы, способные удерживать добычу мертвой хваткой. Но главная опасность скрыта на конце его гибкого хвоста – жало, наполненное коктейлем из нейротоксинов. Укус черного скорпиона считается одним из самых болезненных в мире насекомых. Боль мгновенная, жгучая, распространяющаяся по всему телу. Яд вызывает у человека затрудненное дыхание, судороги и нарушение сердечного ритма. Существуют исторические сведения, что в древности яд этих скорпионов использовали для пропитки наконечников стрел и даже в качестве ингредиента для мистических снадобий. Черный скорпион – это идеальный диверсант джунглей, маленький, бесшумный и смертельно опасный, для которого ваша кровать или кроссовок – идеальное место для засады. 13. Гималайский медведь. Если бурый медведь обычно старается избежать встречи с человеком, то гималайский медведь – это настоящий горный психопат. Этого зверя с характерным белым пятном на груди в виде буквы «В» называют самым агрессивным медведем в мире. В отличие от своих сородичей, он не просто защищается. Он атакует первым, часто без малейшей провокации. Его психика непредсказуема. Мирно пасущийся зверь может в секунду превратиться в фурию, летящую на вас со склона. Главная опасность гималайца в том, что он превосходно лазает по деревьям и часто нападает сверху. В индийских штатах Химачал-Прадеш и Уттараханд нападение медведей – страшная реальность для местных жителей. Медведь метит в лицо и голову, нанося ужасающие увечья своими когтями. Существует мрачная статистика. В некоторых горных районах Индии травмы от встреч с этим психопатом фиксируются чаще, чем нападения тигров и леопардов вместе взятых. Это зверь, который не признает границ и не дает второго шанса тем, кто оказался на его тропе. 14. Паук-птицеед. Забудьте о домашних паучках. В тропических лесах Индии обитают птицееды, чей вид заставит содрогнуться даже самого стойкого. Эти мохнатые гиганты размером с обеденную тарелку не плетут паутину, а охотятся из засад. Но их главная опасность не в размере и даже не в яде. Многие индийские птицееды покрыты коварными стрекательными волосками. Если паук чувствует угрозу, он стряхивает их в воздух. Попадая на кожу или в глаза, они вызывают нестерпимый зуд и отек. Однако настоящая фишка некоторых видов – это нейротоксичный яд. Укус индийского птицееда вызывает не только дикую боль и мышечные спазмы, которые могут длиться неделями, но и временные галлюцинации. Человек буквально проваливается в лихорадочный бред, теряя связь с реальностью.
В истории медицины описаны случаи, когда укушенные впадали в состояние глубокого шока, сопровождаемого непроизвольными конвульсиями. Птицеед – это живое доказательство того, что в Индии даже обычная прогулка под пологом леса может обернуться ярким, но смертельно опасным трипом, из которого не все возвращаются в здравом уме. 15. Индийский сом. Если вы думали, что самы – это просто ленивые обитатели дна, познакомьтесь с индийским мешкожаберным сомом. Эта рыба – настоящий кошмар рыбаков Ганга. Его главное оружие не зубы, а мощные, острые, как иглы, шипы на грудных плавниках. Эти костяные кинжалы снабжены ядовитыми железами. Когда сом чувствует опасность, он расправляет их, превращаясь в живую мину. Яд этого сома вызывает нестерпимую пульсирующую боль, которую сравнивают с ударом тока. Укус может привести к временному параличу конечностей и сильнейшему отеку. Среди местных жителей ходят истории о рыбаках, которые теряли сознание прямо в лодке от болевого шока после того, как случайно наступили на сома в мутной воде. Но самое опасное – это бактерии, живущие на шипах. Если не обработать рану мгновенно, индийский сом оставит вам на память тяжелейшее заражение крови. В водах Индии это существо – живое напоминание. Никогда не хватай голыми руками то, чего не видишь. 16. Шакалы. Индийский шакал – это не просто мелкий родственник волка, это один из самых хитрых и дерзких хищников субконтинента. Поодиночке они трусливы, но их настоящая сила в идеальной командной работе. Когда наступает вечер, джунгли оглашаются их жутким воющим хохотом. Это сигнал к началу загонной охоты, где роли распределены с математической точностью. Одни выманивают жертву, другие перерезают пути отхода. Для человека шакалы опасны своей беспардонностью. Они не боятся заходить на окраины деревень и нападать на скот или даже на спящих людей, особенно детей. В истории Индии шакалы заслужили репутацию переносчиков самого страшного вируса – бешенства. Один укус безумного зверя превращает встречу с ним в смертный приговор без немедленной вакцинации. В древних индийских баснях шакал всегда выступает коварным манипулятором, и это не случайно. Эти животные – мастера психологического давления. Они могут часами преследовать раненую жертву, дожидаясь, пока она упадет от изнеможения, чтобы начать свою трапезу еще до того, как сердце добычи остановится. 17. Крысиная змея. Индийская крысиная змея, или большеглазый полос, на первый взгляд кажется безобидной. У нее нет яда, и она часто достигает внушительных 2 метров в длину. Но не спешите расслабляться. Эта змея – настоящий мастер психологической и биологической войны. Когда она чувствует угрозу, она не просто кусается, а выделяет из специальных желез невероятно зловонный секрет. Этот запах настолько едкий и стойкий, что его практически невозможно отмыть с одежды или кожи в течение нескольких дней. Однако главная угроза – это инфекции. Крысиная змея, оправдывая свое название, живет там, где много грызунов – в сточных канавах, амбарах и подвалах. Ее пасть – это рассадник бактерий и паразитов, переносимых крысами. Глубокий укус этой сильной змеи, хоть и не содержит яда, часто приводит к тяжелым воспалениям и сепсису. В индийских деревнях ее считают грязным соседом. Она редко убивает сразу, но может оставить после себя болезнь, которая будет мучить вас неделями. Это живой пример того, что отсутствие яда еще не делает животное безопасным. 18. Индийская сороконожка – бытовая опасность. Если вы думали, что скалопендра из начала нашего топа – это разовое явление, то познакомьтесь с ее бытовой версией. Индийская сороконожка – это тот самый враг, с которым вы столкнетесь с вероятностью 99%, если решите пожить в частном секторе Гоа или Кералы. В отличие от лесных гигантов, эти многоножки мельче, но гораздо наглее. Они обожают влажные места – ванные комнаты, пространство под раковиной и, конечно же, вашу обувь. Опасность здесь кроется в эффекте неожиданности. Вы надеваете кроссовок и мгновенно чувствуете резкую, пронзительную боль, как от удара током. Сороконожки очень агрессивны и кусают при малейшем контакте. Их яд вызывает сильный локальный отек, жжение и аллергическую реакцию, которая у детей или чувствительных людей может перерасти в анафилактический шок. В Индии существует негласное правило – никогда не надевать вещи, не встряхнув их, и не ходить по дому босиком в темноте.
Эта крохотная тварь – главный нарушитель спокойствия, превращающий ваш уютный номер в минное поле. 19. Поцелуйный клоп. Если вы думали, что самое страшное – это когда вас едят, то вы ошибались. Страшнее всего, когда в вас заселяют чужого. Поцелуйный клоп получил свое романтичное название за жуткую привычку. Он кусает человека ночью, обычно в нежную кожу вокруг губ или глаз, пока тот спит. Сам укус безболезненный, но этот поцелуй – лишь начало конца. Этот клоп является переносчиком опасных паразитов. Самое мерзкое – заражение происходит не через сам укус, а через экскременты клопа, которые он оставляет прямо рядом с ранкой. Человек во сне машинально чешет место укуса и заносит заразу в кровь. Последствия могут проявиться через годы, от поражения сердца до полного отказа пищеварительной системы. В Индии этот скрытный убийца – напоминание о том, что настоящая опасность не всегда рычит или кусает больно. Иногда она приходит с тихим прикосновением в темноте, оставляя после себя бомбу замедленного действия. 20. Малярийный комар. Вот мы и добрались до вершины. Забудьте про зубы, яды и когти. Перед вами самый смертоносный хищник в истории человечества. Малярийный комар, анофилес. Это настоящий финальный босс Индии. Это крошечное насекомое весом в пару миллиграммов убивает больше людей, чем все остальные участники нашего топа вместе взятые. Каждый год в Индии фиксируются миллионы случаев малярии и лихорадки денге, которые разносят эти летучие шприцы. Комар не просто пьет вашу кровь, он впрыскивает в нее коктейль из простейших паразитов или вирусов, которые начинают разрушать ваш организм изнутри. В истории Индии именно комары решали исходы великих сражений, выкашивая целые армии эффективнее любых мечей. Вы можете отбиться от шакала или заметить гадюку. Но вы никогда не сможете выиграть войну против миллиардов невидимых убийц, которые атакуют вас каждую ночь. Это самый честный и самый страшный итог нашего списка. В Индии выживает не самый сильный, а тот, кто запасся репеллентом. Ну что, теперь вы понимаете, что Индия – это не только красивые танцы из Болливуда и чайные плантации. Это место, где природа создала невероятно изощренные способы защиты и нападения. Мы прошли путь от огромных быков весом в 1,5 тонны до крошечного комара, который держит в страхе целые города. Как видите, настоящая опасность часто скрывается в деталях, в тихом свисте из травы, в ярком узоре на чешуе или в поцелуе ночного насекомого. Напишите в комментариях, кто из этого списка шокировал вас больше всего. Рискнули бы вы отправиться в поход по индийским джунглям, зная, кто может поджидать вас в ближайшем тапке или на ветке над головой? Или, может, кто-то из вас уже встречал этих существ вживую? Поделитесь своими историями, нам очень интересно почитать. И, конечно, напишите, о каких еще уголках нашей планеты или о каких опасных тварях вы хотите увидеть следующие выпуски. Мир полон сюрпризов, и мы готовы рассказать о каждом из них. В конце хочется сказать важное. Какими бы пугающими ни казались эти существа, они – часть уникальной экосистемы нашей планеты. Мы все, от человека до маленького муравья, находимся в одной лодке. У каждого в этой природе своя роль, и наша задача – уважать эти границы. Берегите природу, будьте осторожны в своих путешествиях и до встречи в новых выпусках.